Повторение. Повторное выполнение конкретного движения упражнения с отягощением в одном подходе, сете, в бодибилдинге, пауэрлифтинге, тяжелой атлетике и некоторых других видах силового спорта. Повторение выполнения упражнений – это своего рода методы и принципы силового тренинга, к которым прибегают атлеты с большим стажем тренировок для нового шокирования мышц, способствующего выходу из застоя, эффект плато, продолжения роста мышечной массы, а также выходу из состояния перетренированности, то есть своеобразному отдыху, либо наоборот, доводя себя сознательно до состояния близкого к перетренированности, например, перед выступлениями, когда необходимо постепенное увеличение интенсивности тренинга и приведение мышц к крепатуре или высушиванию, для выступления в соревнованиях, подъема сверхбольших тяжестей или демонстрации рельефа мышц. Классификация повторений. По общепринятой классификации выделяют следующие виды повторений: полноамплитудные и частичные, в быстром темпе, непрерывно и медленном, с четкой формой и грязной, в позитивной фазе подъема тягощения и негативное опускание тягощения, выполняемые самостоятельно с помощью партнера, стрип-повторы, непрерывное повторение упражнений с постоянно уменьшающимся весом с помощью партнера. Выбор типа и количество повторений для роста мышц, их сил и выносливости обусловлен следующими основными факторами. Для роста силы обычно выполняется 2-4 повтора в подходе, веса при этом берутся большие, близкие к максимальным. Для набора массы атлету необходимо выполнять 5-10 повторов. Рабочий вес будет меньше, чем при работе на силу, но все равно довольно значительный. Количество повторений на массу не должно быть большим. Часто набор массы и силы обозначают как отдельные тренинги, хотя сила растет вслед за массой, а вот масса вслед за силой не всегда. Бывает, что небольшой мышечный объем более эффективен, чем накачанные горы мышц. Вы можете встретить такое в своей жизни. Все зависит от того, каков процент мышечных волокон вовлечен в работу. При работе на рельеф или похудении важно сжечь много энергии за счет жира. Сделать это вам позволит большое количество повторов со средним и легким весами. Делайте по 15-20 повторений до состояния, пока ваши мышцы не начнут гореть. Основные правила техники выполнения упражнений. Каждое упражнение имеет свои правила и нюансы выполнения, которые необходимо изучить, прежде чем начать его делать. Новичку удержать все тонкости в памяти проблематично, поэтому первая программа тренировок всегда рассчитана на мышцы всего тела, чтобы в процессе многократного повторения научиться правильно двигаться. Во избежание ошибок в первые месяцы тренировок достаточно изучить основные правила выполнения упражнений стоя, сидя, лежа, на спине и на животе. Техника безопасности при выполнении упражнений. Основу техники выполнения упражнений составляют элементарные правила безопасности. Многие новички игнорируют их, мешают себе и окружающих или вовсе травмируются. Правила безопасности при силовых тренировках. Вы должны быть в удобной, не стесняющей движения одежде. На вас должна быть удобная закрытая обувь, кеды или кроссовки. Разминайтесь перед началом тренировки с весами. Используйте тренажеры по назначению. Настраивайте тренажер под свой рост, это снизит риск травм. При использовании штанги используйте замки для фиксации веса. Изучите технику упражнений перед их выполнением. Делайте упражнения контролированно, без инерции или рывков. Убедитесь, что никому не мешаете, тогда никто не помешает вам. Не стоит делать упражнения в подходе у стола с личными вещами, гантельного ряда или слишком близко к другому занимающемуся человеку. Бинты, пояса, лямки не защищают от травм. Правильная техника – лучшая защита от травм. Не гонитесь за весами, подбирайте тот вес снарядов, при котором вы сможете правильно выполнить заданное количество повторов. Контролируйте дыхание. Вдох во время легкой эксцентрической фазы, выдох во время максимального усилия концентрической фазы. Обязательно ешьте за 1,5-2 часа до тренировки. Тренировки натощак непродуктивны, повышают риск головокружения, снижение концентрации внимания, слабости, если пища не успевает перевариться до начала занятия. Это грозит дискомфортом или желудочно-пищеводным рефлюксом. Знание этих простых правил поможет избежать распространенных и приводящих к травмам ошибок. Особенности выполнения упражнений стоя. Выполняя упражнения стоя, сохраняйте нейтральное положение позвоночника, при котором нагрузка равномерно распределяется на межпозвонковые диски и связки. Если приложить к спине длинную палку, при таком положении она должна касаться 3 точек – затылка, грудного отдела позвоночника и крестца. Нейтральное положение позвоночника должно сохраняться во время выполнения всех упражнений стоя, сидя, лежа.
Это относительно не только к сохранению естественного прогиба в пояснице, но и к положению головы. Одни тренирующиеся допускают ошибку, чрезмерно задирая голову вверх, другие, наоборот, смотрят под ноги, создавая травмоопасную ситуацию. Голова должна находиться в одной линии с позвоночником, а взгляд направлен вперед. Займите устойчивую позицию, ведь стоя вы опираетесь лишь на две точки, свои стопы. Нагрузка должна равномерно распределяться по всей стопе. Вес не должен клонить вперед или заваливать назад. Опустите плечи и подтяните живот. Когда вы задираете плечи, нагрузка переходит в верхнюю часть спины, трапеции. Слишком развитая трапеция у женщин выглядит неэстетично. Подтянутый живот поможет удерживать спину ровной. Особенности выполнения упражнений сидя и лежа на скамье. При выполнении упражнений лежа внимательно выбирайте рабочий вес. Если вы чувствуете, что не справитесь с жимом штанги лежа, попросите кого-нибудь подстраховать вас. В упражнениях сидя и лежа на спине тело должно опираться на 5 точек: стопы или руки, ягодицы, поясница, верхняя часть спины и затылок. Не отрывайте таз и стопы, не задирайте плечи и голову. Смотрите вперед, дышите ровно, а живот держите подтянутым. Особенности выполнения упражнений лежа на животе. Некоторые упражнения, как сгибание ног для бицепса бедер, тяга штанги или гантелей для широчайших мышц спины, тяга штанги и разведение гантелей для заднего пучка дельтовидных мышц, выполняются лежа на животе. Это позволяет снять нагрузку с позвоночника, поэтому упражнения на животе рекомендуется включать в программу людям с проблемной спиной. Здесь ваше тело опирается на 4 или 5 точек. Щека, если голова направлена в сторону, или подбородок, грудь или живот, таз и передняя поверхность бедра, стопы или руки. Вот мы и рассмотрели базовые правила выполнения основных упражнений и безопасность силовых тренировок. Разумеется, есть упражнения сидя и лежа, где невозможно соблюсти все точки опоры, но общий смысл вышеизложенного в том, что все начинается с устойчивой исходной позиции. Если вы поймете и примените это базовое правило, то со временем сможете легко освоить даже самые технически сложные движения. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.